Здравствуйте! Сегодня в видео хочу показать, как связать вот такие маленькие квадратные мотивы крючком и собрать их в единое полотно. Для работы я использую пряжу 500 метров на 100 грамм. Название пряжи я укажу в описании под видео. Также нам понадобится крючок. Я использовала крючок 2,25. И вот такие вот бусины 4-5 миллиметров в диаметре. Вот наш хвостик ниточки. Мы надеваем на нить бусинку, берем крючок и делаем начальную петлю. Далее провязываем 5 воздушных петель. Первая, вторая, третья, четвертая и пятая воздушная петля. Теперь берем нашу бусинку и подтягиваем ее к последней воздушной петельке и, захватывая рабочую нить, провязываем еще одну воздушную петлю. Теперь вводим крючок в первую воздушную петлю, которую мы набирали, и провязываем соединительный столбик. У нас получилось вот здесь колечко из 5 воздушных петель, и вот бусинка у нас она отдельно находится сейчас. Теперь провязываем 3 воздушные петли подъема. Они заменяют нам столбик с одним накидом. Далее вяжем 2 воздушные петли и в колечко из 5 воздушных петель провязываем столбик с одним накидом. 2 воздушные петли, в колечко из 5 воздушных петель вяжем столбик с одним накидом. Снова 2 воздушные петли и в колечко провязываем столбик с одним накидом. У нас получаются столбики с одним накидом, между которыми арочка из 2 воздушных петель. Продолжаем вязать таким образом, пока у нас не образуется 7 арочек. Значит, вот первая, вторая, третья, четвертая, 2 воздушные петли, столбик с одним накидом в колечко. Это будет 5-я арочка. 2 воздушные петли, столбик с одним накидом в колечко. Это 6-я арочка образовалась. Вот. 2 воздушные петли, столбик с одним накидом в колечко. Это у нас 7-я арочка. Давайте пересчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 арочка. Теперь мы с вами возьмем вот эту бусинку и протолкнем ее с изнаночной стороны на лицевую. Вот посмотрите, каким образом. Вот так вот. Вот бусинка оказалась с лицевой стороны. Расправляем столбики вот эти вот с одним накидом. Далее провязываем 2 воздушные петли и в 3-ю воздушную петлю подъема, 1, 2, 3, 1, 2, 3, вот она, провязываем соединительный столбик. Вот что у нас получилось с вами. Далее вяжем соединительный столбик под арочку из 2 воздушных петель. Провязали и вытягиваем эту петельку примерно на 1 сантиметр в высоту. Вот таким образом. Далее захватываем, делаем накид, протягиваем ниточку под эту арочку. Первый навив сделали, вяжем пышный столбик. Это первый навив. Снова накид, протягиваем рабочую нить. Второй навив, придерживаем их вот таким вот образом, чтобы они на одинаковую высоту вытягивались. Накид, протягиваем рабочую нить. Третий навив, накид. 4-й, накид. 5-й, накид. 6-й. Вот что получилось. Через все эти петли протягиваем рабочую нить. Вот таким вот образом. Далее провязываем 2 воздушные петли. И полученную петельку вытягиваем тоже примерно на сантиметр. Теперь провязываем вот таким вот образом, захватываем рабочую ниточку
провязываем вот таким образом как бы воздушную петельку. И теперь смотрите, вот петля, и вот за ней вот петелька одна, которую мы протягивали ниточку. Мы под эту ниточку вводим крючок и провязываем столбик без накида. Расслоилась нить. Вот так вот провязываем столбик без накида. Снова вытягиваем полученную петельку примерно на сантиметр. Провязываем вот таким вот образом. И под заднюю ниточку, вот эту вот, провязываем столбик без накида. Вот что получилось. Под следующую арочку из 2 воздушных петель снова вяжем пышный столбик. Вытягиваем рабочую нить примерно на сантиметр в высоту. Это был первый навив, второй навив, накид, третий навив, накид, четвертый навив, накид, пятый навив, накид, шестой навив. Вот что получилось. Через все петли протягиваем рабочую нить и провязываем 2 воздушные петли. Теперь полученную петельку мы сами вытягиваем не на 1 сантиметр, как мы здесь вытягивали, а на полсантиметра. Вот примерно такую вот петельку нужно оставить. Провязываем опять вот таким образом и за дальнюю ниточку провязываем столбик без накида. Снова на 5 миллиметров вытягиваем эту петельку полученную, провязываем вот таким образом и за дальнюю ниточку провязываем столбик без накида. У нас получилась примерно половинка вот этой вот нашей длинных вот этих петель. То есть у нас здесь 2 петли, а вот эти 2 должны быть как одна. То есть здесь мы на сантиметр вытягивали, здесь на 5 миллиметров вытягиваем нить. И под следующую арочку из 2 воздушных петель мы снова вяжем пышный столбик. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Через все петли провязываем, протягиваем рабочую нить, вяжем 2 воздушные петли. И теперь снова смотрим. Мы здесь сделали короткие петельки, а здесь нам нужно теперь сделать длинные петли. Снова вытягиваем примерно на сантиметр, провязываем и за дальнюю ниточку вяжем столбик без накида. Снова вытягиваем полученную петлю примерно на сантиметр, провязываем и за дальнюю ниточку вот эту вот вяжем столбик без накида. Провязали. Под следующую арочку из 2 воздушных петель вяжем пышный столбик. Первый навив, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Провязываем все петли на крючке вместе, вяжем 2 воздушные петли и теперь снова вяжем вот такие вот короткие петельки. То есть мы чередуем 2 длинные петли, 2 короткие петли, 2 длинные петли, теперь 2 короткие петли. Вот вытянули примерно на 5 миллиметров, провязали и за дальнюю петельку провязываем столбик без накида. Эту полученную петлю вытягиваем на полсантиметра, провязываем и дальнюю эту ниточку, за нее провязываем столбик без накида. Провязали. Под следующую арочку из 2 воздушных петель, простите, вяжем пышный столбик. Первый навив, второй, третий, четвертый и пятый и шестой. Провязали, протягиваем через все петли рабочую нить, вяжем 2 воздушные петли. И теперь снова нам нужно вязать вот такую вот арку из длинных петель. Вытягиваем петельку примерно на сантиметр, вяжем первую длинную петлю, столбик без накида,
Снова вытягиваем на сантиметр, вяжем вторую длинную петлю, столбик без накида. Под следующую арочку из 2 воздушных петель снова вяжем пышный столбик. Первый навив, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Провязываем все петли на крючке за один прием, 2 воздушные петли. И теперь нужно связать 2 короткие вот такие петельки. Вытягиваем на 5 миллиметров примерно, вяжем вот таким образом и провязываем столбик без накида под заднюю ниточку. Снова вытягиваем на 5 миллиметров, провязываем и столбик без накида. Под следующую арочку из 2 воздушных петель вяжем пышный столбик. Первый навив, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Провязываем все петли вместе, вяжем 2 воздушные петли. Здесь мы вязали короткие петельки, теперь нужно связать 2 длинные петли. Вытягиваем на сантиметр. Вот так вот. Далее провязываем и за дальнюю петлю, за дальнюю ниточку провязываем столбик без накида. Снова вытягиваем на 1 сантиметр следующую петлю, провязываем и за дальнюю петельку провязываем столбик без накида. Под последнюю арочку вяжем пышный столбик. Первый навив, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Провязываем все петли вместе, 2 воздушные петли. Здесь мы вязали 2 длинные петельки, теперь нужно связать 2 короткие. Вытягиваем на 5 миллиметров, провязываем и за дальнюю петельку провязываем столбик без накида. Снова вытягиваем на 5 миллиметров следующую петлю, провязываем и за дальнюю петельку вяжем столбик без накида. Заканчиваем вязание мотива, провязав соединительный столбик вот сюда вот, в первую воздушную петлю, которую мы вязали над первым пышным столбиком. Ниточку обрезаем и прячем хвостик в мотивчик. Вот такой мотив получился. И сейчас я вам покажу, как соединять эти мотивы в полотно. Вот я уже соединила между собой 2 мотивчика. Вяжу третий мотив, провязала 5 пышных столбиков. Вот сначала были длинные петли, короткие, длинные, короткие. И теперь нам нужно вязать длинные петли. Значит, мы с вами вытягиваем снова примерно на сантиметр петельку, провязываем ее и за дальнюю петельку вяжем столбик без накида. Далее полученную эту петельку вытягиваем немножечко, берем наши мотивы и ищем, вот где у нас были тоже вот длинные петли, короткие, длинные. И вот между вот этими 2 длинными петлями у нас есть столбик без накида. Мы вот таким вот образом вводим крючок в него, захватываем эту ниточку, петельку, которую мы только что вытянули, протягиваем в этот столбик без накида, вяжем 1 воздушную петлю и теперь вяжем вторую длинную петельку. Вытягиваем примерно на сантиметр, протягиваем ниточку и провязываем столбик без накида. Далее последующую арочку мы вяжем с вами пышный столбик. Первый навив, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Протягиваем через все петли крючок, вяжем 2 воздушные петли. Тут мы вязали длинные петли, теперь нам нужно связать короткие петельки. Вытягиваем на 5 миллиметров,
Провязываем эту петельку и под дальнюю ниточку вяжем столбик без накида. И теперь вытягиваем эту петельку, которая получилась, и присоединяемся вот к следующей арочке из 2 коротких петель. Снова вводим крючок вот в этот столбик без накида, который у нас между 2 петельками длинными. Захватываем нашу ниточку, петельку, которую мы только что вытянули, протягиваем вот таким вот образом, вяжем одну воздушную петлю. Вот мы присоединились к противоположной арочке. Теперь вяжем вторую короткую такую петлю. На 5 миллиметров вытягиваем, провязываем и за дальнюю петельку, стеночку вяжем столбик без накида. Давайте еще раз. Вытягиваем, провязываем и за дальнюю стенку вяжем столбик без накида. Под следующую арочку провязываем пышный столбик. Первый, второй, третий, четвертый, пятый навив и шестой. Все петли на крючке провязываем. И теперь нам нужно присоединиться к следующей арочке. Это у нас должны сейчас идти у нас длинные петли. Мы вяжем 2 воздушные петли, вытягиваем по длине ниточку где-то сантиметр, провязываем эту петлю, за дальнюю стеночку вяжем столбик без накида, снова вытягиваем эту петельку немножко подлиннее, и к следующей вот арочке из 2 длинных петель мы присоединяемся вот сюда в столбик без накида, вводим крючок, захватываем нашу петельку и протягиваем. Вяжем одну воздушную петлю и теперь провязываем вторую длинную петлю. Вытягиваем нить на сантиметр, провязываем и за дальнюю стеночку вяжем столбик без накида. Под следующую арочку вяжем пышный столбик. Первый навив, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Провязываем все петли вместе, вяжем 2 воздушные петли и следующие у нас по очереди 2 короткие петли. Значит, вытягиваем на 5 миллиметров, провязываем, за дальнюю стеночку вяжем столбик без накида. Снова вытягиваем на 5 миллиметров, провязываем и за дальнюю стеночку вяжем столбик без накида. Заканчиваем этот мотив, провязывая соединительный столбик в первую воздушную петлю, которую вязали над первым пышным столбиком. Вот мы присоединили с вами мотивчик один к другому. Сейчас я провяжу еще несколько мотивов и покажу вам, как присоединять уголок. Вот я соединила несколько мотивов между собой. И теперь нам нужно присоединить мотив вот сюда в уголочек. Смотрите, мы провязываем 3 пышных столбика. Я вяжу новый мотив. У нас здесь была арка из 2 длинных петель, далее арка из 2 коротких петель. И теперь нужно вязать арку из 2 длинных петель. Мы вяжем с вами, протягиваем вот так большую длинную петельку, провязываем, делаем длинную вот эту петлю, столбик без накида, полученную петельку немножко так вытягиваем. И теперь смотрим. Вот наш один мотив, вот второй мотив. Вот в этом вот мотивчике, который у нас сейчас находится снизу, есть уголки, в которых тоже по 2 длинных петли. И нам нужно присоединиться к вот этой вот петельке сейчас. Вот видите, мотивчик, и вот здесь вот 2 длинные петли, уголочек. И вот сюда вот, в центр, мы присоединяем наш мотивчик. Далее провязываем воздушную петлю и вяжем длинную петлю еще одну. Провязали. Теперь на том мотиве, который мы сейчас вяжем,
под арочку вяжем пышный столбик. Провязываем все петли, 2 воздушные петли. Теперь у нас по очереди 2 коротенькие петли. Мы провязываем первую петельку, полученную петлю вытягиваем, и на том мотиве, который мы присоединяемся, мы находим вот арка из 2 коротких петель. И вот сюда вот в столбик без накида, вот он, мы присоединяем эту петельку. Вяжем воздушную петлю и вяжем еще одну короткую петельку. Под следующую арочку мотива провязываем пышный столбик. Провязываем все петли на крючке, 2 воздушные петли. Теперь нам нужно вязать, здесь мы вязали короткие петли, нужно вязать длинные петли. Вытягиваем ниточку подлиннее, провязываем, провязали первую длинную петлю. Вытягиваем петельку. И теперь вот здесь в уголочек мы присоединяемся. Вот у нас здесь уже есть места соединения 3 мотивов. И вот сюда вот в центр мы присоединяем 4-й мотивчик. Вот он у меня в руке, сейчас мы его вяжем. Вот таким вот образом провязываем воздушную петлю и вяжем вторую длинную петельку. Под следующую арочку вяжем пышный столбик. Провязали, снова 2 воздушные петли. Теперь у нас на очереди арка из коротких петель. Вытягиваем петельку на полсантиметра, провязываем первую короткую петлю, вытягиваем петельку и ищем вот следующая у нас арочка из коротких петелек. И вот сюда вот в столбик без накида мы присоединяем петлю, присоединяем мотивчик. 1 воздушная петля и снова вяжем вторую длинную петельку, коротенькую, вернее, у нас короткая, на 5 миллиметров вытягиваем, провязываем и вяжем столбик без накида. Под следующую арочку вяжем пышный столбик. Провязываем вместе 2 воздушные петли. Теперь у нас арка из 2 длинных петель. Вытягиваем длинную петельку, провязываем, за дальнюю стеночку вяжем столбик без накида, вытягиваем полученную петельку и присоединяемся к уголку вот этого вот мотивчика. Вот он, последний уголочек с этой стороны. Мы присоединили по одной стороне и заканчиваем присоединение по второй стороне. Вводим крючок сюда вот в столбик без накида, протягиваем петельку, вяжем воздушную петлю и вяжем вторую длинную петлю. И под последнюю арочку в этом мотиве провязываем пышный столбик.
2 воздушные петли, и нам осталось связать одну арочку из 2 коротких петель. Вытягиваем на 5 миллиметров, провязываем, и вторая петелька. Провязываем. И заканчиваем ряд соединительным столбиком в первую воздушную петлю, которую вязали над первым пышным столбиком. Ниточку обрезаем, хвостик прячем в мотив. Вот так присоединили в уголочек еще один мотивчик. Таким образом, присоединяя мотивы друг к другу, мы продолжаем с вами набирать полотно нужной нам ширины и длины. Я провязала вот такое небольшое полотно из 9 мотивов. И вот что получилось у меня. Вот такие красивые места соединения. Вяжите вместе со мной, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео.